Здорово, мои клешнерукие братья и сестры! Наконец-то пришло время рассказать мою самую любимую историю про советское самолетостроение, а конкретно про самолет с индексом И-220 с дублирующим названием ИС, что по версии главного конструктора этого самолета расшифровывалось как Иосиф Сталин, но работники его конструкторского бюро весьма дальновидно предпочитали говорить, что это означает «истребитель Сильванского». И не удивляйтесь тому, что на фоне у меня будет летать поликарповский И-185 с мотором М-82. Дело в том, что очень похожие И-164, а также И-180 имеют к этой истории самое непосредственное отношение. Но И-180 на данный момент в тундре доступен только в составе пакета. Если бы его можно было купить за золотых петухов, то я, конечно, летал бы на нем. Ну а так, что имеется в наличии, то и использую. Что ж, вернемся к полному тезке Маслякова-старшего, который в 30-х годах устроил тот еще КВН. И начнем мы историю с того, что в 1932 году Александр Васильевич Сильванский закончил Московский авиационный институт. После этого он несколько лет работал на заводах, где выпускались истребители, разработанные Николаем Поликарповым. Сначала И-15, а позже и Шачки, о которых я уже очень подробно рассказывал. Насмотревшись на грозные боевые машины и процесс их сборки, он решил, что ему, в общем-то, тоже по плечу создать что-нибудь подобное. И в 1935 году отправил в Главное управление авиационной промышленности чертежи собственноручно разработанного истребителя-разведчика, как он его называл. В этом самолете угадывались контуры старого доброго И-16, но, естественно, с переделками, которые, по мнению инженерного совета, рассмотревшего этот проект, были сделаны немножко через жопу. Но, собственно, что еще могло получиться у недавнего выпускника, который не имел вообще никакого опыта конструкторской работы, да и на производстве провел не так уж много времени. В общем, с первой попытки старшие товарищи отправили Сильванского учить матчасть. Но он не отчаялся и через 2 года предоставил еще один проект на рассмотрение комиссии, состоящей из Поликарпова, Дубровина, Кочеридина, Шибанова и Пашинина. Фамилии очень хорошо известны всем, кто интересуется советским самолетостроением этого периода. Я их перечислил не просто ради понта, а чтобы вы понимали, что это была очень серьезная комиссия, состоящая не из каких-нибудь там чиновников или военных, не особо шарящих в технической части, а из талантливейших и опытнейших специалистов, за плечами у каждого из которых было по несколько успешных проектов. И вот что эти товарищи написали по поводу проекта Сильванского от 1937 года. Предоставленный материал по существу не является законченным проектом, а представляет собой наслоение целого ряда отдельных машин и идей по поводу одноместного истребителя. Из доклада по проекту комиссия вынуждена констатировать весьма слабое знакомство автора с представленными материалами и рядом вопросов авиационной техники. В частности, автор имеет слабое представление о методах капотирования двухрядной звезды, слабо разбирается в вопросах устойчивости и в вопросах общей компоновки самолета. Если кто не понял, то в переводе с инженерного на человеческий это означает, что креатив говно, автор мудак, иди, сука, садись за учебники, как тебе сказали 2 года назад. Но у Александра Васильевича были совсем другие планы. Чем конкретно он был занят в последующие месяцы, вы узнаете чуть позже. Но привело это к тому, что 1 февраля 1938 года его назначили главным конструктором в конструкторском бюро при заводе номер 153 в городе Новосибирске. Вот прям так сразу, имея за плечами всего 2 провальных эскизных проекта, и добавлю, что чувачку на тот момент было то ли 23, то ли 24 года. Надо сказать, что конструкторское бюро не может состоять из одного только главного конструктора, и подбор хороших специалистов в то время был очень сложной задачей. Если кого-то назначали главным конструктором, то, как правило, этот человек уже имел изрядный опыт работы и уводил за собой нескольких коллег, с которыми работал раньше, что, собственно, и составляло ядро нового конструкторского бюро. У Сильванского такой возможности, естественно, не было. Но в том же году очень удачно, в кавычках, умер Дмитрий Павлович Григорович, один из пионеров мирового авиастроения, который запилил свой первый гидроплан аж в 1913 году. Человек очень талантливый, заслуженный, и, естественно, после его смерти осталась куча непрекаянных специалистов, которых и заманил в свое бюро Сильванский, обещая им чудесные условия работы, бабло, премии и, что немаловажно, очень перспективный проект.
Тут внимательный слушатель может заявить: так, стоп, откуда у этого клоуна взялся перспективный проект? Не мог же он его сам нарисовать? Ну, конечно, не мог. Тут мы и вспоминаем про Николая Николаевича Поликарпова, который долгое время работал над усовершенствованием своего истребителя И-16. Одним из вариантов дальнейшего развития Ишачка был И-164. Не считая всяких мелких усовершенствований конструкции, главным апгрейдом должна была стать установка более мощного мотора М62. Но вскоре стало ясно, что достаточно воткнуть его в обычный Ишачок и получить И-16 тип 18, а проект И-164 переделывать уже под принципиально новую двухрядную звезду М88, которая также стала основой для еще более радикально отличающегося от старого Ишачка проекта И-180, на котором в итоге Поликарпов и сконцентрировал свои усилия. Ну а проект И-164 отправился в Государственный архив, откуда его искоммуниздил Сильванский. Конечно же, не втихаря под покровом ночи, а вполне себе по официальному распоряжению Народного комиссариата авиационной промышленности. И надо сказать, что подобное отпочковывание проектов в те годы в Советском Союзе приобрело ужасающие масштабы, но в других случаях сохранялась хоть какая-то логика. Например, из того же Поликарповского конструкторского бюро выдрали проект И-200, а также, если я правильно помню, примерно 80 специалистов под началом товарища Микояна, с чего и началась история небезызвестного конструкторского бюро МиГ. И, конечно, такой подход можно критиковать, но он в целом логичен. Люди имели отличный опыт работы, причем он был связан как раз с тем самым проектом, который им в первую очередь и поручили. Но как Сильванский, этот конь в пальто получил работников из одного конструкторского бюро, а проект из совершенно другого, долгое время оставалось загадкой. Но, тем не менее, продолжим. Александр Васильевич получил свое бюро, получил сотрудников, проект и даже завод, на котором можно собирать прототипы. Работа закипела. И первым делом Сильванский от пуза покушал рыбного супа. То есть конкретно ухуел и вызвал Поликарпова на соцсоревнования через открытую публикацию в газете. Типа: Николай Николаевич, давайте забьемся, кто быстрее и лучше построит истребитель. Вы свой И-180 или я свой И-220. Ну чё, типа, мужик или зассал? И да, конечно же, о том, что это только переназванный И-164, разработку которого начинал тот самый Поликарпов, в газете ничего не было. Газетчикам в принципе было пофиг, а сам Сильванский об этом, конечно же, ничего не сказал. Также он выбил на завод номер 153 правительственный членовоз ЗИС-101, который стал использовать как свой личный автомобиль. Сотрудники КБ Сильванского начали подозревать что-то неладное, когда выяснили, что их начальник путает элероны и лонжероны. Но в целом дела поначалу шли неплохо, поскольку нужно было сперва собрать полноразмерный макет. А для этого имевшейся документации вполне хватало. Изучив то, что получилось, макетная комиссия предложила разработать убираемое хвостовое колесо, подумать о сохранении центровки, если вдруг получится значительно облегчить конструкцию самолета, добавить в кабину различные приборы и оборудование, ну и дальше там всякое по мелочам. На макете, правда, не хватало двигателя М88 и пропеллера к нему, но это никого не смущало, поскольку он все еще был в разработке, и поэтому образец на 153-й завод прислать не успели. А в остальном прекрасная машина. Продолжайте работать, товарищ Сильванский. Особенно сильно комиссии понравилось мощное вооружение нового самолета, состоявшее из 4 пулеметов ШКАС и 2 пушек ШВАК. Наличие гермокабины для полетов на большой высоте. И все это при очень низкой расчетной массе машины. Однако по мере детальной проработки отдельных элементов И-220, его расчетная масса начала неуклонно расти. И чтобы вписаться в весовые ограничения, утвержденные макетной комиссией, Сильванский начал переносить все, что можно и нельзя, с первого прототипа на, внезапно, второй прототип. Сперва под нож пошли 2 лишних, в кавычках, пулемета, потом гермокабина. Сильванский почему-то был уверен, что второй прототип удастся облегчить настолько, что они туда влезут. Но все эти проблемы резко отошли на второй план, когда на завод наконец-то приехал двигатель с воздушным винтом. Оказалось, что после выравнивания самолета от кончиков воздушного винта до земли оставалось всего 220 мм. При этом ход амортизаторов шасси составлял те же самые 220 мм. То есть с идеально ровной бетонной поверхности самолет, может быть, и смог бы еще взлетать,
Но напоминаю, что в те времена использовались практически одни только грунтовые взлетно-посадочные полосы. И на любых, даже самых мелких неровностях И-220 начал бы пахать винтом землю. Причина такого обосрамса в целом была понятна. Вы же помните, что И-164 сначала разрабатывался под более мощный однорядный мотор. К нему полагался воздушный винт определенного диаметра, и под этот диаметр была рассчитана длина шасси, которая в свою очередь в поликарповских машинах складывается колесами внутрь, к фюзеляжу. И это по сути ограничивает минимальную ширину центроплана, который желательно не делать шире, чем это необходимо, чтобы сберечь вес. Ну а переделать центроплан и увеличить длину шасси под новый двухрядный двигатель М88 с гораздо более крупным винтом Поликарпов попросту не успел, а Сильванский этого косяка тупо не заметил. Вылезла же эта проблема фактически только когда первый прототип уже был построен, и дальше начался цирк. Теоретически можно было попробовать раздвинуть крыльевые пушки и тем самым выиграть хотя бы пару сантиметров. Но Сильванский сообщил, что это может ухудшить кучность стрельбы, которая для военных очень важна, и поэтому категорически отказался принимать это предложение. Вместо этого он распорядился тупо увеличить длину стоек шасси, никак не меняя точки их крепления. И похер на то, что в таком виде шасси не сможет нормально складываться. Авось как-нибудь пронесет и более длинные стойки каким-то чудом удастся втиснуть в старые посадочные места. Я не представляю, о чем он думал в этот момент, но когда все собрали, то выяснилось, что внезапно шасси действительно не сможет нормально закрываться, потому что теперь ему мешают некоторые агрегаты двигателя и центральный всасывающий патрубок, находящиеся в нижней части фюзеляжа. Недолго думая, Сильванский отправил главному конструктору двигателя телеграмму с требованием убрать эти агрегаты, так как, цитирую, «самолет важнее мотора». Ответа не последовало, поскольку мотористы, видимо, даже не сообразили, что вообще можно ответить на такую тупизну. Некоторые источники пишут о том, что, задолбавшись уговаривать мотористов переделать мотор конкретно под его самолет, Сильванский попытался лично подрихтовать этот злосчастный патрубок и особо крупные агрегаты при помощи кувалды. Но, видимо, двигатель был действительно хороший, поскольку сохранил работоспособность, и осенью 1939 года первый прототип И-220 был выкачан на испытания. Летчик-испытатель по фамилии Баранов провел несколько пробежек и пожаловался на то, что во время разгона появляются какие-то странные ударные вибрации. Причину долго искать не пришлось. Буквально сразу же обнаружили, что концы пропеллера конкретно покоцаны. О боже мой, кто бы мог подумать. Среди персонала на аэродроме нашелся какой-то Петросян, который посоветовал выкопать вдоль взлетно-посадочной полосы специальную канаву для винта. Сильванский поначалу, видимо, не понял, что это шутка, но все же сообразил, что военным вряд ли понравится самолет, ради которого придется перекапывать все аэродромы в стране. Поэтому он нашел другое радикальное решение, вызвал рабочего с ножовкой и поручил отпилить от каждой лопасти винта по 10 сантиметров. 5 октября 1039 года летчик-испытатель Баранов попытался поднять этот самолет-инвалид в воздух. Для максимального облегчения его заправили мизерным количеством топлива, всего 100 килограмм. Но даже это не помогло. Кастрированный винт не развивал нужной тяги, при том, что двигатель крутили на предельных оборотах и в итоге спалили к херам. Сильванскому повезло, что в это время на аэродроме не было военпредставителя, поэтому он заявил, что двигатель оказался бракованным и поэтому сгорел, а изуродованный воздушный винт он втихаря полностью уничтожил. И таким образом вроде как замел все следы обосрамса, но, конечно же, временно. Пока искали новый двигатель и везли новый воздушный винт, появилась возможность попытаться еще хоть как-нибудь увеличить клиренс винта, ну то есть расстояние от кончиков лопастей до земли. Первым делом Сильванский решил поставить на шасси пневматики увеличенного диаметра. Естественно, они тоже ни хрена не влезали в старые посадочные места, и поэтому под них пришлось сделать выпуклые обтекатели. Ну и толку от этого было тоже крайне мало, поскольку общая высота шасси от этого почти не увеличилась. Дальше Сильванский дал рабочим задание подогнать места крепления моторной фермы так, чтобы двигатель был установлен максимально высоко. Процесс шел под контролем инженеров-прочнистов. Выжили сколько могли, не выходя за пределы допустимого. И оказалось, что выигрыш составил аж целых 3 мм.
В ходе прочих доделок и переделок аэродинамику изначального проекта угробили окончательно. По известному половому органу отправилась и центровка, которая стала предельно задней. А это означало, что самолет фактически не может спокойно лететь по прямой. Он будет пытаться то клюнуть носом, то задрать его вверх, и эти порывы надо постоянно парировать ручкой. Масса готового самолета получилась почти на 17% выше расчетной. Это, чтобы вы понимали, примерно как на 109-й Мессер Г-6 подвесить 500-килограммовую бомбу. Она тоже тянет где-то на 17-18% массы снаряженного худого. Наконец, нового двигателя М88 не нашлось, поставили М87А, который был менее мощным, но к нему и пропеллер требовался меньшего диаметра, что вроде бы позволяло на нем хоть как-то взлетать, но соотношение массы и мощности уже проседало просто катастрофически. В таком виде самолет отправился в Москву для продолжения испытаний. В феврале 1940 года в его кокпит забрался летчик-испытатель по фамилии Уляхин. С огромным трудом ему удалось оторвать машину от полосы, набрать метров 200, пролететь кружок и кое-как приземлиться, после чего он заявил, что на этом дерьме летать нельзя. Сильванский обиделся за свое детище и тут же потребовал, чтобы ему выделили настоящего летчика-испытателя. Уж не знаю почему, но конструктору пошли навстречу, и в его распоряжение поступил опытнейший летчик-испытатель Алексей Николаевич Гринчик. Он уже в открытую самолет говном не называл, но результаты испытаний говорили сами за себя. И-220 действительно получился почти неуправляемым перетяжеленным говном. Однако Сильванский не унимался, он был уверен, что самолет отличный, это просто летчики хреновые. Поэтому вместо испытателя Гринчика он притащил на аэродром боевого летчика Василия Тимофеевича Лисина. Это важно отметить, потому что летчики-испытатели типа Уляхина или Гринчика по роду своей деятельности привыкли летать на всяких недоведенных пепелацах, которые могут вытворить в воздухе все что угодно. А Лисин, как боевой летчик, привык летать уже на нормальных, принятых на вооружение машинах. И он не представлял себе, как рисковал, залезая в кабину И-220. Выполняя простейший кружок над аэродромом, он чуть не убился. Еле-еле приземлившись, он бросил свой шлем об землю и уехал. Что он при этом говорил, история умалчивает, но можно себе представить. Казалось бы, все, можно сворачивать лавочку, но ни хрена подобного. Сильванский добился не только продолжения работ над своим Иосифом Сталиным, но и перевода всего конструкторского бюро сначала в Подмосковье, а потом уже и непосредственно в Москву. Знаете ли, сибирская провинция угнетала его творческую натуру, а уж в Москве он был готов развернуться во всю мощь. Впрочем, занятый переездами, он прозевал срок подачи самолета на новые испытания, который был назначен на 1 июля 1940 года. И только после этого его конструкторское бюро было закрыто. А прототип И-220 передали в Московский авиационный институт как наглядное пособие того, как не надо делать самолеты. Осталось только ответить на уже звучавший ранее вопрос, а какого собственно хера? На дворе благословенные сталинские времена, есть твердая рука в ежовых рукавицах, есть справедливость и порядок. Шпионы, вредители и растратчики миллионами переезжают в места не столь отдаленные, чтобы валить лес, добывать золото, строить железные дороги, копать уран и заниматься прочими веселыми занятиями на свежем воздухе. А тут какой-то долбоящер 23 лет от роду получает под свой контроль завод и конструкторское бюро, осваивая бюджет на десятки миллионов народных рублей. Дает на выходе не самолет, а само воплощение пиздеца в форме самолета. И это еще большое счастье, что его испытания обошлись без человеческих жертв. Ну и вот как это можно объяснить? А на самом деле все очень просто. Александр Васильевич Сильванский был зятем Михаила Моисеевича Кагановича, который в то время был главой Народного комиссариата авиационной промышленности Советского Союза. Как там у Беда? Хей! Ну или классическое «бадум-пс». Хотя, конечно, ни хрена не смешно. История на этом не заканчивается, поскольку в январе 1940 года Михаила Моисеевича Кагановича снимают с должности и делают простым директором завода. Пускай и очень крупного, но это все равно явное понижение и сигнальчик сверху. А 1 июля 1941 года он застрелился, хотя официально никаких обвинений ему вроде бы не выдвигали. Но судя по тому, что после 20-го съезда он внезапно оказался в списках реабилитированных, папочка на него
него уже имелась, и просто благодаря старым связям он узнал про нее заранее. Как по мне, это максимально логичное объяснение, почему он пустил себе пулю в голову. Но вот ситуацию с Сильванским это запутывает еще сильнее. Казалось бы, лишившись прикрытия влиятельного тестя, он должен быстренько загреметь на нары. И после всей этой истории на него действительно завели уголовное дело, только не за растрату государственных средств, а за то, что он увез из Новосибирска служебный ЗИС-101 без ведома директора завода, пользуясь тем, что директор в то время был в отпуске. Но даже это ерундовое дело в итоге замяли, и Сильванский вышел сухим из воды. Пишут, что какое-то время он даже работал у Сергея Королева, того самого. Предлагал ему инициативные проекты каких-то космических самолетов, но Королев был не дурак, поэтому на подобные предложения не велся. Своего конструкторского бюро Сильванскому после этого уже, конечно, никто не доверял, но он спокойно доработал до пенсии и помер в 1978 году. И мне сейчас, конечно, очень хочется вставить какие-то свои рассуждения и выводы, но эта история сама по себе настолько прекрасна, что боюсь, я ее только испорчу. Поэтому я прощаюсь с вами и скромно умолкаю.